самый большой рынок в Европе, господа. Я хотела сегодня спокойного уединения с природой, а получила митинг на 7 тысяч человек. Итак, мы приехали куда? На какую-то улицу, где какая-то выставка, где какой-то парк, и тут недалеко нудистский пляж, и есть брускеты и ребрышки. Перевода на языке нет этого слова. Если на английском может быть everything, enough, that's it, all. Весь Вильнюс наводнен всякого рода бомбоубежищами, бункерами. Как это выглядит? Все, ничего не буду говорить. Куда мы едем, Стежка? Никуда. Расскажи. Я со второго дубля не рассказываю. Мы едем смотреть подол Вильнюса. Подол Вильнюса на рынок Горюнай. Вот и рынок. Ого. Так, я, наверное, подумала, надену кеды. Уже полет большой. Ну, реально, вроде большой, да. Так это самый большой рынок в Европе, господа. А что тут вообще? Бесплатно заезд? А он вообще открыт? Много вопросов. Ну сюда же приехали люди. Ну вон там я так... Может, работники? Так а с кем они тут работать будут? Ну, не знаю, перетусовка, пересчет товара, там какой-нибудь фиг его знает. Разберемся. Должен работать, он уже большой. И продовольственный. Значит, должен работать. Вот он, самый большой рынок в Европе. На данный момент он, оказывается, закрыт практически. Хотя вот какие-то точки работают. Здесь какая-то выставка. Нет, мы возьмем этот, как его, самокат и поедем до машины сейчас. Мы здесь гулять не будем. Здесь негде кататься. Здесь, в общем-то, смотри, вся площадка, где можно было кататься, все занято. Не, Матюш, не. Мы сейчас заходим просто заснять то обилие народа, что собралось на митинг. Матюша, иди сюда.
спокойного уединения с природой, а получила митинг на 7 тысяч человек. Ну, да. Спрашивается, зачем я выезжала? Ну, далеко им до Беларуси, потому что куда нас там 250 собралось, да? Ну, так ты размеры сравни. Мы все-таки добрались до ботанического сада. Если у вас жена топографический, ну вы поняли, да? То лучше не слушайте ее, потому что она обведет вас вокруг ботанического сада. Вокруг. И потом мы только в него зайдем. Вот. Сейчас мы пришли в ботанический сад. И как бы уже идти никуда особо не хочется. Сижу, отдыхаю. А это зануда, вон. Не зануда, которая сидит, фоткает что-то. Себя на фоне деревьев, да? Стежка, весь Вильнюс в деревьях. Друзья, весь Вильнюс наводнен всякого рода бомбоубежищами, бункерами. Жители говорят, не знаю, правда или нет, что в некоторые можно зайти и выйти на другой части города. То есть, по сути, очень много подземных ходов, так же как и в той же, например, Одессе, да? Не знаю, потом посмотрю карту, насколько их тут много. Но сейчас мы где-то здесь есть один из входов. Сейчас мы найдем один из входов в эти бомбоубежища и бункеры. Так, только Яшины какашки сейчас найдем и уберем. И... Так, Яша, твои дела сливаются с природой. Я не вижу, что ты здесь сделал. А, вот, нашел. Вот так вот пакетиками обязательно. Мы же в Европе, понимаете. Здесь нельзя срать в общественных местах. Надо убирать. Так, идем смотреть, где же у нас вход в бункер. А вот он, кстати, наверное. Вот он, наверное, кстати. Так, Яшины дела оставим здесь пока. Вот он. Так, ну заходить туда, конечно, я, наверное, не пойду. Вот так это выглядит. Вот туда далеко уходит, соответственно, лестница. Надо будет как-нибудь взять фонарики и пойти туда слазить. Вот. Улиток, кстати, вот один экземпляр висит на ветке. Улиток просто тьма тьмущая в этих парках Вильнюса. То есть такое ощущение, что они здесь плодятся для всей земли или для всей Франции, что ли. Вот. Здесь как бы в этом парке
я не так много наблюдаю. Были парки, куда мы заходили, и просто невозможно было сделать шаг. Ты сразу же наступаешь на какую-нибудь улитку. Поэтому мы туда сделали пару шагов и ушли оттуда. А здесь, кстати, так только немножко совсем. Очень, конечно, приятно, что в Вильнюсе очень много зелени, очень много парков. Это второй, по-моему, в Европе. Ой, первый в Европе по озеленению, вроде бы второй или третий в мире город. То есть очень много парков и зелени, то что ты реально чувствуешь себя очень близко с природой. И вот эта вот смесь такая интересная старого города, нового города, зелени этой всей. То есть так вот как-то приятно в этом городе находиться, с одной стороны. С другой стороны, когда понимаешь, сколько стоит уровень, сколько стоит жизнь релоканта в Вильнюсе и сколько стоит жизнь в той же Испании, например, да, то есть понимаешь, что, наверное, в Вильнюс лучше приезжать иногда отдохнуть. Итак, дорогие друзья, жена меня тянет в музей. Какой-то, наверное, интересный очень. Очень люблю музеи, жутко люблю. Обожаю музеи. Поедем, посмотрим, что в этом чудо интересном, самом интересном музее. И расскажем вам. Яша, ты со мной? Ты пойдешь на улицу? Пойдешь, да? Ну, пошли. Поеду, сначала заберу ребенка из школы, а потом заберем жену в магазине, конечно же. То есть, и после этого поедем тогда в этот музей. Жена вообще хотела затянуть в 2 музея сразу, но я как-то так думаю, хотя бы один осилить. Хотя, может быть, там будет интересно, как, например, музей современного искусства. Сейчас узнаем, какой музей, потому что я вообще туда не хочу идти. Да. Стеша, в какой музей мы идем? Как называется? Еще раз, а про что музей вообще? Современного искусства, обычный, художественный? Скульптур? Да, мы пойдем в музей скульптур. Так тебя плохо слышно. Да, это я по громкой связи. Ага. Хорошо, все, добренько тогда, давай. Скульптур. Ну, давай. Итак, дорогие друзья, приехал в школу. Иду забирать ребенка. Сейчас покажу вам, какую школу нам государство литовское выделило. То есть никакого ожидания у нас, по сути, не было долгосрочного. Мы подались, там буквально через пару недель у нас уже была школа. Стоимость обучения небольшая, примерно, ну, может быть, там 10-15 евро в месяц. Это, ну, такие минимальные, скажем, вложения. Дорогие друзья, наша школа, она сейчас как раз после ремонта. Ну, вернее, еще ремонт продолжается, но большая часть, я так понимаю, уже сделана. Уже формируются, наверное, новые классы. Ну, детей пока чрезвычайно мало, но это может быть и к лучшему. Рядышком вот такая вот французская школа. Вот, Вильнюс, Антакальня, Радина Мокита. Не знаю, правильно я произнес или нет. Мой литовский оставляет желать лучшего. Надо маску обязательно одеть. Масочный режим соблюдается. Дети до 7 лет могут быть без маски, взрослые обязательно в маске.
Итак, мы приехали куда? Ну, вот на какую-то улицу, где какая-то выставка, где какой-то парк, и тут недалеко нудистский пляж, и мы будем есть брускеты и ребрышки. От неожиданности выпалило все. Короче, мы приехали на какую-то выставку какого-то парня, который занимался стрит-артом, а сейчас он делает какое-то приложение, которое в дополнительной реальности будет показывать там этот стрит-арт. Они будут рисовать его в виртуальной реальности. Нет, мы не это будем смотреть. Нет, мы будем не это смотреть. Я имею в виду то, что ты мне рассказывала, чем он знаменит. Вот, то есть он организовал первую свою выставку, как бы, а вообще он типа вот делает приложение, и потом будут они рисовать на стенах, но уже в виртуальной реальности. И все будут включать это приложение дополнительной реальности и смотреть на эти стены. А, уже работает? Андриандо. Вот только одна проблема у нас. Матвей, вставай! Ой, аж слюнка потекла, смотри. Матюха! 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 Вставай, пойдем. Хватит слюни пускать. Это называется галерея Техартс. Техартс? Я так хорошо устроила. А какой тут адрес еще раз? Техартс. Ладно, Техартс. В первую очередь мы пойдем покушать, потому что мы очень голодны. Ну что, второй день, вторая попытка похода на выставку, и опять начинаем сожрать, да? Дойдем до выставки сегодня? Не знаю, но это у нас завтра еще, так что надо же подкрепиться. Итак, сегодня мы, походу, все-таки доберемся до выставки. Вот такой вот приятный парк. Зона рядом с этой выставкой. Народа много. Короче, всем советуем приехать отдохнуть здесь. Очень приятное место. Вильнюс вообще очень приятное место для отдыха, особенно на природе. Так, наконец-то мы добрались до выставки. Заходим. Да, должно быть. Ой, я маску забыл. Здравствуйте. Этот Андрей, выставка называется «Все», как раз из такое короткое слово, которое в себя включает всю абстрактность вообще этого мира. Перевода на другие языки нет этого слова. Если на английском это может быть everything, anything, enough, that's it, all. То есть много слов, всего лишь для одного русского, для одного определения. Вот. И как раз само название предвосхищает широту того, что я хотел, что я делал, все, что я могу, все, что я знаю, все, что хочу сказать, все, что не хочу сказать, вообще все. С 2 года себя взял как объект не потому что эго, а потому что рационально. Потому что когда ты рисуешь других, начинаются вопросы, почему я не такой. В общем, чтобы избежать этого, я взял себя как основной объект и начал с основ того, с чего...
использует. Я стараюсь, я заранее обрабатываю бумагу, чтобы она не впитывала масло. Вот. Потому что с акрилом либо с другими материалами так жирно поиграться не получается, поэтому всячески лучше не трогать. Не Вы не трогаете. Можно, да, пораниться. На самом деле все работы висели, но когда я их повесил за день до выставки, ну типа они все классно смотрелись, но что-то невыразительно. И ушел домой. Прихожу, они упали. Вот эти работы все лежали лицом вниз, одна наверх, и в итоге никто не разбился, разбился только красный. Вот в итоге она такое пятно кровавое. Я в этом же состоянии ее приподнял, акцентировал. Они причем парами сделаны. Получается, это теперь скорбит, эти безразлично. Вот. И получилась такая композиция. У меня очень часто работы доставляются, додумываются после. Как вино выдерживается. Да, это невозможно сделать на раз. Да. Вот, этот триптих называется ваша скрытность, ваша темность и ваша светлость. Вот. Кусок фрески, который вы вынуть там, не знаю, у Климта или Мухи с фреской, вот это такой эффект хотел добиться на этой стороне. Можно заметить, да, рот, нос, причем анатомический глаз, это такой последний крик фигуративного образа, который пытается вырваться, но потом просто растворяется в руке. Ну, он прям такой очень Ну кричащий. да, видно. Ну, Многие спрашивают, специально ли сделал, я говорю, это работы секундные, ну, то есть это ничего контролировать невозможно. А что именно тебе в них понравилось? что она типа невидимая, когда смотришь вперед. Почти. А когда вот так смотришь, видимо. Да, когда-то. И вот это, что тут сначала... Кажется, что просто закрашено, да? Да.